плетем небольшую корзинку, пасхальную корзинку по форме. Но для начала я опять же свои трубочки, окрашенные самоваренной морилкой, срезала у них, там где мы капаем клей, раструб этот вот. Вот этот весь маленький кончик, буквально вот столько, я всегда срезаю, чтобы не было контраста. Вот сильно такой уваренный кусочек получается, подсушенный, и черный такой, поджаренный, чтобы это более равномерно выглядело в изделии. Даже изнанка пусть будет все-таки аккуратная. Так, подрезала я трубочки и делаем нашу корзиночку, плетем. Беру я 4 на 4, для донышка 4 на 4 слаживаем трубочки наши. Затем беру одну трубочку там, где скрутка, срезаю на уголочек, и вторую трубочку капнут вот клей и соединяю. Тем самым формирую петелечку. Вот. И оплетаем. Возьму в руки. Мне вначале всегда удобно начинать в ручках. Так, все, оплетаю по кругу. Вставляю ровно. Так, подрезаем за стойками наращивания. И так я оплету ряда в 3. Вот здесь вот ряда 3. И буду раздвигать стоечки. Так, проплела я 3 ряда. И теперь я уже начала раздвигать стоечки. Сейчас вам покажу. Ну, обычно с шилом вот так вот. И уплетаю уже по 2 стойки. Просто аккуратненько беру, развожу стойки и по 2. Тоже проплетаю некоторое количество рядов. И потом покажу дальше. Обязательно надо отметить, где у меня начинается ряд. Для этого у меня булавочка. Можете заломить краешек трубочки. Вот начало мое. Булавочка. Все. Наращивание за стоечками. Так, опять же нужно нарастить. Все, проплетаю некоторое количество и включусь. 4 ряда я все-таки проплела. Теперь мне надо добавить опять стоечки. Я уже не буду разводить в этот раз стойки, а буду подставлять стоечки. Значит, беру трубочки, проминаю вот так. И насколько мягенькая, мне это не надо, я это отрезаю. Для того, чтобы осталась у меня тверденькая трубочка. Ну, это где-то 1,5 сантиметра. И так вот я
стоечки. Для стоечек будущих отрезаю все трубочки. Нужное количество мне. Вот между каждой я буду новые стоечки вот так подставлять. Следующую подставляем. Между всеми. Вот так. Так я до конца вставлю. Несколько рядов я проплела. Так, раз, два, три, 6, да? 6 рядов я проплела. И теперь, ну, вот приложила я к форме, и уже пошло у меня вот такое вот. Надо покатость соблюдать. Поэтому сейчас я буду фиксировать мое изделие на форму. Моя форма. Вы ее уже ранее видели. Это казанок. Кухонный казанок. Большой казанок. Наверное, он на литров 7. 6 точно. В общем, я на него натянула пакет и сверху скотчем это все зафиксировала. Теперь ставим форму. И скотчем я вот ровненько я выставляю. И скотчем буду фиксировать. Скотч. Тут, где он касается моего изделия, я его слепила вместе. А вот эти краешки у меня будут зафиксированы на форме. Так, аккуратно уже все липнет. Так, так, все. Вот так. И здесь между аккуратненько. И еще вот так я ее зафиксирую. Так, вот скотч. Поворачиваю. Так, 3. Здесь 3, вот здесь. Так, а здесь уже я должна соединить, чтобы не прилипло у меня к изделию. Немного плетения разберу. Все, и потом уже, когда я прогрунтую, я подрежу и достану этот скотч. Ну вот эти места подрежу потом. Я думаю, тут все понятно, они мешать мне не будут. Все, и теперь я уже плету на форме. На форме и вот так вот покатость соблюдаю. Я хочу, чтобы моя была корзинка вот такой формы. Все, веревочка из 2, продолжаю себе плести. Смотрю я, мне недостаточно будет. Вот это вот широкое будет слишком широко. Даже сейчас я померяю, сколько у меня тут расстояние. Это между стоечками уже 3,5. Оно еще немного расширится. Значит, я тогда разделю стоечки через одну. Вот так. Эту не буду, а одну буду. Вот так вот разделю. Здесь проплету вот начало ряда мое, да, вот эту я разделю. Шило беру или спицу тоже и развожу стоечки и по одной оплетаю. Вот так. Значит, эту я оставляю. Эту теперь разведу. Буду чередовать. Потому что если каждую я разведу, мне будет слишком это все, слишком густенько здесь получится. А так будет нормально. Ну, всегда я ориентируюсь где-то 3 сантиметра, чтобы расстояние между стоечками было. А тут же у меня еще и пойдет на расширение дальше. Если уже здесь 3,5, то значит будет дальше и больше. А вот так будет нормально. Все, так что я развожу через одну. Встретимся чуть попозже.
Так, тут я уже самостоятельно сплела. Вам расскажу сейчас, что я уже сделала без вас. Вот эти стоечки, которые у меня были раздвоены через один. И не только их. Я утроила. Я люблю тройные стоечки. Если вы видели, у меня во многих изделиях тройные стоечки. Ну, вот, хотите дела, оставляйте двойные. Это на ваше усмотрение. Проплетя веревочкой из двух, я добавила тройные стоечки везде сделала. Веревочка из двух от центра я вот померила, я проплела 12 сантиметров. Затем я перешла на ситец 1 на 1. Одна трубочка на одну. Проплела 4 ряда где-то. Да, тут 4. Потом перешла ситец 1 на 2 трубочки. Добавила в одну трубочку, удвоила и пошла ситец 1 на 2. Проплела я тоже вот раз, два, три, 4 ряда. Потом я перешла на ситец 2 на 2. И еще тут я проплету еще какое-то количество рядов. И затем планирую перейти на веревочку из 3, чтобы край закрепить. Я запланировала высотой, чтобы моя корзинка была 15 сантиметров. Вот я уже 2 ряда веревочкой из 3 сплела. Еще один, и как раз будет 15 сантиметров высота. Так, вот, ну, веревочка из 3 через 2 за 3. Наращивание, опять же, за стоечкой. Стоечки у меня тройные здесь. Там, где у меня будет ручка, я поставила 4. Потом я одну из них, даже 2, наверное, в серединке выйму, там, где у меня будет колышек заходить. Вот у меня напротив, вот здесь, и напротив, ровно напротив у меня тоже 4. Так, через 2 за 3. Через 2. Наращивание. Так, что я поспешила. Так, ну вот, состыковываем. Подошла я к заканчиванию ряда и состыковываю. Вот так оставляю. Все. Теперь я могу опустить. Все, буду подрезать эти краешки и подрезать все стоечки ровень сплетением. Все, что запланировала, я сплела в этой корзиночке. Все сейчас линеечкой обязательно проверю. Везде, чтобы одинаково. 15 сантиметров проверю. И подрезаю стоечки. Ставила я колышки там, где у меня будет ручка с 2 сторон. И вставила я уже стоечки. И буду сейчас делать загибку розга. Показывать, как я ее делаю, я не буду. Я оставлю на нее ссылку, если кто-то не умеет или не знает, как делать. В общем, ссылочку я в описании укажу. Ручка. Ручку я вам тоже не снимаю, как я делаю. Я оставляю ссылку, как я ее сделала. Это точно такая же ручка. По ссылке вы посмотрите сами и увидите, как ее делать. Единственное, я вам покажу, как сделать вот такой замочек. Вот с одной стороны я его сделала, потому что там замочек другой в той ручке. А тут вот сейчас покажу на вот этой. Итак, смотрим. Значит, на одинаковом расстоянии 8 сантиметров от верха. Так же, как и здесь, чтобы все было симметрично, одинаково. Я буду вставлять свои прутики. Так, у меня их 7 штучек будет. Первые 3 я дорастила, ну, небольшие кусочки. Это у меня были остатки трубочек. Это где-то полтрубочки. Вот 1,5 получается, да? Первые 3. И начинаю их выводить на ту сторону. Ввожу так, чтобы вот кончик у меня вот с этой стороны, который кончик был вот такого вот где-то вот высоты, где-то вот на сантиметр выше, нежели край корзинки. Также так все я введу. Так, и здесь я ввожу близенько к
стоечкам, к вот этим стоечкам близко я ввожу. Так, и замеряю. Сантиметр есть, есть. Так, вот через одну на ту сторону я ввожу все трубочки. Так, есть. И вот эти, которые 4 идут последние, я пока что ничего не наращивала им. Там будет немножко по-другому, сейчас покажу. Там надо, чтобы за замок все наращивание спряталось. Сразу я не угадаю, где это будет, поэтому я уже потом сделаю наращивание. Так, аккуратно не рвем трубочки. Корзина уже погрунтована. Поэтому аккуратно работаем с трубочками. Я имею в виду с вот этими, которые уже в плетении трубочки. Так. И здесь на каком расстоянии смотрим. Сравниваю все. Угу. Ну, здесь. Так, 7-я трубочка. Ввели. Мои трубочки вот эти вот, такие же самые увлажнены, как и для работы подготовлены, как и для плетения. Ну, ничего там не мокрее, не суше. Так, выходим на эту сторону. Поднимаем все трубочки вверх. Неудобно и снимать, и разворачивать. Так. Так, смысл их аккуратно уложить и вверх поднять. Так, немножечко клеем вот в это место. И берем с самой нижней. Самую нижнюю захватываем и вверх поднимаем. Обвиваем ручку. Заводим под нее же. И все, вниз опускаем. Вот так. Следующую берем. Вкладываем параллельно, выше первой трубочки параллельно. Тоже обвиваем, но прежде чем обовьем, мы еще здесь тоже все-таки клея капнем. Вот на это место я сейчас нанесу клей. Вот. И так улаживаю, чтобы она была тоже с изнаночки, тоже красиво смотрелась. Так, и тоже туда ее под низ заправили. Следующую берем, третью, тоже параллельно тем двум, выше них. Вот видите, выше она пошла. И сюда вбиваем. Так, заводим под эти трубочки. Все, туда ее.
Так, вот с этими теперь. По одной берем. Вот смотрите, вот оно вот так вот. Все параллельно должно сесть. Так, по одной берем. Обвиваем. И сейчас я замеряю, чтобы под замочком наращивания было. Значит, вот так вот. Вот я вижу, что вот так. Вот так я здесь заломчик сделаю. Все проверю примерно. Вот заломчики. И понаращиваю эти все трубочки там, где заломчики. Так, самостоятельно я дорастила трубочки все, вот эти 4, чтобы они мне спрятались под замочком. И клеем промазала еще дополнительно вот здесь. И теперь по одной этой трубочке я вот так вот уложу параллельненько. Так, вот на эту сторону, как оно у меня будет. Тоже же изнанку хочу, чтобы была красивая. Проверяю. Все, пошла на лицо, повернула. Теперь нужна мне спица. Здесь вот делаю такой кармашек, аккуратно. И туда буду заводить краешки мои. Прячем под замочек. Шилом или спицей помогаем. Так, теперь это все подтянем. По одной тяну снизу аккуратно, чтобы не разобрать плетение. Наращивание. Все. Так, все проверим. Вот видите, наращивание можно было даже и эту третью тоже там нарастить под замочком. Так, и что теперь подрезать нужно? Так, ну и подрезать я отмерила здесь вот 2 сантиметра, здесь 2 сантиметра от краешка вот этого вот. И прочертила как бы линию такую визуальную, отрезала. Так, смотрим на эту сторону. Сейчас я так и сделаю. Линеечкой вот отмерила. Вот видите, такие поставила шилом укольчики по 2 сантиметра. Вот. И параллельно отрезаю. Ну, тут ничего сложного. Отрезаю, чтобы это все было вот так вот. Все. Теперь мне надо, она уже покарантована, моя корзиночка, лаком скрываю, и на ручку я сделаю кожаную ручку. Вот здесь вот кусочек кожи. Ну, так я запланировала. Ручку как я обшиваю. Значит, сперва надо замерить. Беру сантиметр и в обхват свою ручку вот так вот примеряю. Смотрю.
все 6 сантиметров здесь. Вот так вот. Все 6 сантиметров. Вот. Так я и буду, не буду никаких припусков, ничего. Вот 6 сантиметров в ширину. И меряю вот так вот, какую я хочу зрительно. Вот так вот ставлю корзиночку и примеряю. Я уже предварительно примерила, что это где-то 25-26 сантиметров у меня должна быть она в длину. Затем я беру кожу. Эта кожа я со старой курточки. Это темно-коричневая. Разобрала ее и с нее делаю себе ручки. Внизу у меня самовосстанавливающий коврик, на нем я нарезаю кожу. Металлическая обязательно линейка, под нее подрезаю. И острый ножик. Нож можно взять в строительном магазине, купить для строительных нужд. Есть такие вот ножики, там меняются лезвия. Ну, у меня вот такой вот. Так, проверяю краюшек и отрезаю, чтобы был ровный он краешек. Нужное количество. Вот так и так. Примерно это мой кусочек. Я уже заранее подогнала его. Вот выставляю краешек и просто нарезаю себе нужный кусочек. Вот так будет у меня 6. Вот я делаю меточку. И здесь тоже смотрю, чтобы было тоже достаточно мне. Вот так будет 6. Вот так. И сейчас я померяю, сколько у меня, 25 сантиметров. Вот от меточки до меточки приложила линейку, прижала, зафиксировала я плотно. И под линейку прижимаю ножик и не спеша углубляю его. И все, переезжаю пальчиками по линейке, не отпускаю. И так до конца прижимаю. Все. Все, теперь здесь по 6 сантиметров. Где у меня вот ровненько приложила, чтобы 90 градусов, смотрю, чтобы ровно все было. И точно так же я здесь подрежу. Прижимаю. Теперь я должна сделать вот ниткой, буду пришивать к ручке. И я должна вот по краешку, я сейчас буду расчерчу наизнанку, это все мылом, прочерчу через каждый где-то сантиметр. И потом вот этим вот дыроколом я пробью самым маленьким диаметром дырочки, чтобы они были вот здесь вот параллельные. Вот я самостоятельно начертила свои меточки. Сейчас вам расскажу. Через каждый сантиметр вот здесь на коврике есть чертеж. Расчертили уже для нас, приготовили. Все, вот так вот я приложила, мылом насечки наделала через каждый сантиметр с двух сторон. И от края я отступила где-то 0,7. Да, 0,7 сантиметра. И тоже мылом это сделала линию себе. И вот на пересечении я буду самым маленьким диаметром вот так вот себе каждую дырочку буду вот так. Смотрите. Она у меня в диаметре, это самая маленькая. Была бы миллиметровая, делала бы миллиметровую, так как у меня здесь 2 миллиметра. Ну вот и хорошо. Вот, сейчас я все от края здесь я тоже отступила сантиметр. И сейчас все вот так вот я сейчас наделаю дырочки. Когда я уже вскрыла лаком всю корзинку, она высохла уже.
полностью, тогда я уже делаю, пришиваю кожу, ручку кожаную. Так, выставляю я булавочками на центре, вот зафиксировала, и теперь можно пришивать. Значит, моя ручка здесь 25 сантиметров, ну, кожаный кусочек вот этот. Я взяла 1,5 метра нитки, если кому-то это интересно, и начинаю пришивать. У меня планируется такой хрестик. Один буквально стежочек зафиксирую. Вот так. Не затягиваю сильно туго. И узелочек здесь завяжу внизу, узелочек. Все, и пошла вот так. Одну сторону пройдусь полухрестиком. Смотрю, главное, чтобы не было сильно туго и сильно слабо. Одинаковое, чтобы здесь было. Вот так. Если что, да, поправить можно. Все, вот так до конца, вот так вот до конца сделаю вот такой стежок. Этот ряд я до конца сделала в одну сторону стежками. Вот я вышла на эту сторону, пропустила я. Вот вышла так, и здесь зафиксирую буквально 2 раза. Вот один стежок. И второй. Второй я уже вывожу вот в эту дырочку, в отверстие. И теперь пойду скрещивать свои половиночки в обратную сторону. Крестики делать. Вот так. Ну вот до конца ряда я сделаю сама, и вы самостоятельно. Вот смотрите, я почему здесь пропустила, потому что у меня в начале вот здесь тоже так же. Так, теперь завершаем. Вывожу внутрь изделия и завязываю обычный узелочек. И потом ниточки, краешки. Вот видите, у меня с 1,5 метра осталось где-то, наверное, сантиметров 40. Так, и все, вывожу ниточку и подрезаю. Эту ниточку я крючочком зацеплю и тоже точно так же внутри ее оставлю. Все, ручечку пришили.